С какого момента исчисляется срок административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством и имеет ли право лицо, которое не сдало своевременно водительское удостоверение, управлять транспортным средством до сдачи водительского удостоверения? В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за совершение административных правонарушений может устанавливаться административное наказание в виде лишения специального права, предоставленного физическому лицу. К числу таких прав относится право управления транспортным средством соответствующего вида. В силу статьи 3.8 КАП РФ лишение физического лица, совершившего административные правонарушения, ранее предоставленного ему специального права, устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями особенной части Кодекса. Лишение физического лица ранее предоставленного ему специального права устанавливается также за уклонение от исполнения иного административного наказания, назначенного за нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями особенной части Кодекса, за нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом. Лишение специального права назначается судьей. Срок лишения специального права не может быть менее 1 месяца и более 3 лет. Лишение специального права в виде права управления транспортным средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, за исключением случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12. 15, частью 3.1 статьи 12.16, статьей 12.24, частью 1 статьи 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27 Кодекса. Согласно статье 37.2 КАП РФ, течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права. В течение 3 рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать документы, предусмотренные частями с 1 по 3.1 статьи 32.6 КАП РФ, в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения, специального разрешения или иных документов, срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения, специального разрешения или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов. Течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, лишенному специального права, административного наказания в виде лишения того же специального права начинается со дня, следующего за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее. Частью 1 статьи 33 Кодекса жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В соответствии с частью 1 статьи 31.1 КАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано. Таким образом, если лицо, в отношении которого в законную силу вступило постановление о лишении специального права в обход закона управляет транспортным средством, имея при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством, это лицо подлежит административной ответственности по части 2 статьи 12.7 КАП РФ за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами. При этом срок лишения специального права будет исчисляться с момента сдачи водительского удостоверения по первому постановлению.